Беспризорный пес по имени Рокки, попав под колеса поезда в месте, где люди часто спешат через железнодорожные пути, Рокки оказался в беде. В толпе, казалось бы, должен был найтись кто-то, кто протянет помощь раненому существу. Но многие просто шли мимо, спуская взгляд, чтобы не видеть бедствующего пса. Люди, вероятно, подумали, что ему уже не помочь. 5 долгих дней Рокки пролежал на морозе, не в силах даже шевельнуться, истязаемый невыносимыми болями. Изначально пес пытался звать на помощь своими жалобными воплями, но со временем он уже не мог даже слабо выть, сила и надежда покинули израненное животное. Все указывало на то, что его часы сочтены. Однако, оказывается, в мире еще остались неравнодушные люди. На 6-й день, казалось, судьба принесла Рокки избавление, когда его заметила женщина по имени Оксана. Приблизившись к псу, она не могла сдержать ужаса от увиденного, столь удручающей была картина перед ее глазами. Пес уже не мог поднять головы от истощения, мороза и равнодушия окружающих. Его взгляд, полный боли и отчаяния, встретился с взглядом Оксаны. Эта женщина осознала, что не может оставить без помощи страдающее животное. С решимостью она взяла исхудалого пса на руки и, забросив все свои дела, понесла его в ближайший ветеринарный центр. К счастью, это был не тот случай, когда медицинские работники безразлично предлагают усыпить животное, как будто забывая о его борьбе за жизнь. В клинике ветеринары посоветовали Оксане не идти на траты и усилия, предлагая усыпление как единственный выход из-за тяжести травм, перелом позвоночника, обморожение лап после длительного пребывания на холоде, а также сильное истощение и обезвоживание пса. Однако Оксана, оказавшись лицом к лицу с таким решением, не смогла согласиться на усыпление. Она настояла на лечении Рокки, готовая взять на себя все расходы и заботу о восстановлении заброшенного пса. Ее настойчивость и желание помочь стали светом в конце туннеля для Рокки, который так отчаянно нуждался в спасении. Совместные усилия Оксаны и ветеринаров дали начало долгому процессу реабилитации, который, вопреки всему, обещал шанс на новую жизнь для одного маленького, но невероятно стойкого существа. Медицинский персонал, с нескрываемым сомнением в голосе, принялся за процесс восстановления жизненных функций Рокки. Ожидались обширные хирургические вмешательства, финансовая нагрузка от которых легла на плечи Оксаны. Процедуры оказались успешными, и последовало затяжной период возвращения к нормальной жизни, в котором оба, и храбрый Рокки, и не менее стойкая Оксана, одержали верх. Пс сумел не просто остаться в живых, но и восстановить утраченные силы. Повреждения позвоночника, конечно, не поддались полной коррекции, но в остальном Рокки обрел здоровье. После выписки из клиники Оксана взяла исцеленную собаку к себе. Это стало для Рокки вторым рождением, полным любви и ухода за ним домом. Но Оксана осознавала, что, хотя Рокки и выжил, его жизнь никогда не будет прежней. Благодаря поддержке общественности, ей удалось обзавестись специальной инвалидной коляской для собаки. В настоящее время Рокки– это жизнерадостная и счастливая собака, которая глубоко привязана к своей спасительнице. Преодолев свою беду, он сохранил веру в людей и радушно встречает каждого, встреченного на своем пути.